Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Что прояснится или какая правда откроется и что будет дальше? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем, какие подсказки вам дадут карты. И у нас старинный цыганский пасьянс, который мы дополним картами Таро. Что же в ближайшие дни? Каковые события вас ожидают? Давайте узнаем и останемся реалистами. Всегда об этом говорю. Любой прогноз, раскладки расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. А для вас, мои дорогие, начинается очень интересное время. И я оставлю ссылку в описании под видео. На моем сайте опубликована статья «Лилит. Черная луна в Скорпионе». И этот период у нас уже начался с 27 марта и завершится 20 декабря, до конца года. Каковы эти энергии? Они будут на вас оказывать влияние. Это некоторая перезагрузка в вашей жизни, и причем ведет ее неведомая сила. Перейдите, прочитайте, переложите на свою реальность, и я думаю, чем-то вас это вдохновит. По крайней мере, можно продумать свою траекторию движения с учетом подсказок. Астрологических, безусловно. Итак, смотрим на картах старинного цыганского пасьянса. И что же нам тут расскажут? С чем будет связана неделя, события ближайших дней для вашего знака зодиака? Солнце. Это точно. Либо это в виде информации, либо какое-то дело у вас состыкуется, но что-то обрадует так значимо. И это будет продолжено. Солнце – это как минимум наша активность вот в заданном направлении или выбранном направлении в течение последующих 6-8 месяцев. Идем дальше. События ближайшего будущего. А еще смотрите, у вас перемены. Причем это добрые перемены. Вот это значение часов, это практически перемены на пороге. И посмотрите, в начале выпадает расклада. Вот эти выпали два значения, поэтому, не в конце, а где-то, может быть, понедельник, вторник, среда. Может быть и четверг, конечно, я не утверждаю, все это относительно понятно. Но, тем не менее, есть то, что вас и вдохновляет, и радует, и прогресс какой-то в чем-то есть, и ваше собственное настроение с большим оптимизмом. Правда, даже вот эти, когда два значения выпадают, все остальное уже, так, отходит на второй план. Не столь существенно. А все же мы продолжим. Что же нам еще расскажут? Наверное, самые главные события – это вот как раз то, что нам показали. Смотрю, что еще складывается, и, в принципе, это вот пока я ничего не вижу. А тем не менее, у вас как открывается путь. Наверное, вот эти перемены вы можете действительно прочувствовать. Может быть, и сейчас вот где-то это Лилит, о которой я до карт сказала, в Скорпионе. Вот эти энергии – они настолько как-то раскрывают ваш собственный потенциал, вашу ресурсность, когда хочется быть и оптимистом, и хочется более, с таким позитивным настроем и вдохновением смотреть в завтрашний день. И есть к этому причина у вас выпадает, а мы в этом пасьянсе можем сложить крайние ряды, как горизонталь, так и вертикаль, и у нас совпадает лебедь. Это свидетельство о любви, об искренности. Значит, есть какие-то отношения, которые и искренне, и надежны, и верность, безусловно, по лебедю проходит. У кого-то это проиграется в личной жизни,
а у кого-то это может проиграться и через работу, приверженность вашему делу. Но, безусловно, чаще всего, я имею в виду, может быть, это как партнерские отношения, какая-то ключевая персона. И в бизнесе ведь тоже надежные партнеры, которые искренне, по-честному, вы можете с ними обсуждать разного рода вопросы, ведь это тоже большое дело. Но я так больше надеюсь, что это все-таки с поворотом на личную жизнь, с учетом, опять же, Лилит в Скорпионе. И это уже проигрывается. Хотя эта неделя, у нас еще ретро-Меркурий, он нам дает некоторые задержки, сбивчивую информацию, какую-то такую неопределенность или даже абракадабру. И ретро-Венера до 13 апреля тоже продолжит свое обратное движение, поэтому некоторые вопросы из прошлого могут вами прорабатываться, подводиться к какому-то окончательному итогу, финалу. Вы можете что-то завершать. Но это может быть и опять же связано с возвращением каких-то людей из прошлого. И это не значит, что это обязательно мы, что-то так надолго продолжаем. Но для чего-то этот человек нужен вам, а вы нужны ему. И пока я с вами говорила, я просматривала остальные возможности, что тут можно соединить, и я ничего не вижу. Давайте продолжим на картах Таро. Что же прояснится? Какая правда откроется? Что же это такое? С чем это может быть связано? Или какая сфера жизни? А может быть, это как раз вот это Солнце и перемены. И хочется сразу достать вторую карту. Хотя я ее доставала четвертой, но сейчас я ее достану второй. Так что дальше? К чему все идет? То есть, если то, что проясняется, а что же следует дальше? Что будет дальше? И неожиданность или неожиданные события. И добрые события, мои дорогие, то, что вас приятно удивит или обрадует. По сферам жизни достанем две карты. Первая. Смотрим как энергии, ваши достижения, работа и деньги. И последняя карта. Любовь и личная жизнь. Что же прояснится? Шикарно. Десятка пентаклей. Тут все сразу. И вопросы дома, и вопросы, связанные с личной жизнью. И это ваши близкие, любимые. Для людей семейных это какой-то мироуклад вашей семьи, порядок, стабильность, благополучие, финансовый, безусловно, достаток. Это могут быть и вопросы согласования по части буквально со стенами, да, если мы говорим, где вы проживаете теперь, и особенно актуально для тех, кто планирует переезд, и где вы будете проживать потом. Вы можете что-то согласовывать, узнавать. И здесь как будто для вас все складывается с большими плюсами. А если есть какие-то шероховатости, они не играют глобального значения. Всячески благоприятная карта, которая больше говорит десятка об итоге. Когда некоторые лавры или какие-то счастливые события, или назовите это солнце или добрые перемены, действительно, что прояснится по личной жизни, по вашей работе и еще и по деньгам. Все как, знаете, так гармонично взаимосвязано у вас, мои дорогие. Хорошо, а что будет дальше, что будет продолжено? Есть, видимо, отношения, может быть, буквально, с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Это те люди, которые самодостаточные. Это те люди, которых жизнь закалила буквально. Их несколько раз жизнь, как мы говорим, ставила на колени. В результате они сделали важные выводы и пошли дальше. И первое, конечно, это говорит карта, и не важно, что нам королева, мы не рассматриваем карту по полу, а энергия. Энергия карты такова, что притягательный человек обладает магнетизмом, вам хочется с ним дружить или продолжать какие-то контакты. То есть, есть какой-то персонаж в вашей жизни, который, нельзя сказать, что я забуду о тебе завтра. Нет, здесь не забудешь. Причем тут такой тандем может быть интересно, может быть это правда, кто-то из близких, пусть не соответствует астрологическим знакам, неважно, но это значит те люди, опять же, которые в вашей жизни присутствуют и на которых вы можете положиться с одной стороны. Или они уже какую-то роль в вашей жизни сыграли, может быть, проверены вами, что будет продолжено. Я вижу продолжение каких-то отношений. Я допускаю, что это у кого-то может быть и по бизнесу, хотя вот этот черный кот, который сидит на коленях у королевы, он свидетельствует о том, что умеет хранить тайны королевы жезлов. Она не расскажет о своих идеях, она не раскроет вам какие-то тонкие нюансы, и опять же, жизнь научила ее действовать именно так.
Вы можете тоже примерить на себя эти энергии, потому что каким-то образом это вам будет помогать. Помогать будет еще и ваша немногословность, аналитика буквально. А королева жезлов у нас очень удачлива в вопросах бизнеса и денег. Деньгами умеет правильно распорядиться, но и какие-то в бизнесе, в делах, в достижениях расставить правильные приоритеты. Поэтому действительно какое-то доброе продолжение, оно следует. Причем в таких продуманно магнетических энергиях. Давайте откроем неожиданности. Признание в любви. Может быть, и вы будете признаваться, может быть, и вам. Туз кубков, безусловно, это когда эмоции через край, но такие добрые, миролюбивые, потому что голубь как будто выпорхнул из этого кубка. Приятные, радостные какие-то события, вот это солнце, ну, где-то перекликается с картами Таро. И правда, тут и деньги на этой неделе, и чувства, и любовь, или, может быть, даже решение вопросов по части имущества, то, что вы планируете дома, переезда, работы, ваших дальнейших планов. Здесь действительно может вырисовываться или складываться в какой-то красивый узор. И это вас все в целом радует. В неожиданностях приятности, мои дорогие. Ну, может быть, у кого-то и конфетно-букетный период, у кого-то подарки, знаки внимания, может быть, и с вашей стороны, а может быть, и вам. Тут мы все разные. Но радость в жизни присутствует на этой неделе. Так а что же доброго еще? Давайте узнаем добрые события или что вас приятно удивит. А вы знаете, что вас тут приятно удивит? Еще одна карта десятка, но с противоположным значением. Это карта усталости. И вы можете, кстати, приятно удивиться, да, сказав себе правду, что я многое не видел или не видела в том свете, как дела на самом деле обстоят. Именно потому, что участвовал или участвовала в какой-то многозадачности. Потому что прежде вы здесь можете приятно удивиться в том плане, что вам захочется избавиться от груза забот. Это как у нас глаза открываются, что мы вот эту вязанку жезлов тянули неизвестно зачем. И нам показан на карте в этой колоде человек, который в богатых одеждах. Тот, который идет вот к этой башне и тянет вот эти жезлы. Он не смотрит в горизонт, он вообще по сторонам не смотрит. Его согнуло буквально под тяжестью, он смотрит в землю. В землю нельзя смотреть, что мы там можем увидеть. И если бы он на какой-то момент остановился прежде, ведь нам показан, что уже окончательный какой-то путь, а может быть, этот путь он провел достаточно долго, прошагал издалека, но если бы он наконец остановился и посмотрел, куда же он идет, он бы подумал: хорошо, а к чему же я пришел, зачем я шел к этой облезлой башне, почему я света белого не видел, вот что-то подобное, как через пусть многозадачность или усталость, когда вы прежде включались в какие-то множество вопросов. Может быть, вы хотели быть всем полезными, даже из каких-то самых добрых альтруистических побуждений. Или вы перед собой такое, правило приняли, что, вот я должен, да, а здесь вдруг мы понимаем, а я ведь должен себе в первую очередь. И это где-то тоже опять Лилит в Скорпионе. Но вот правда, прочитайте эту статью. Какая-то перезагрузка, которая идет у вас через чувства, и когда хочется быть просто счастливым. И поэтому я так вижу добрые события, когда вы от какого-то гнета освобождаетесь. Но вместе с тем вы можете и принять вот так вот откровенно, говоря с самим собой, что, а ведь правда, я в чем-то ошибался. Или я себе поставил словно, или на кон поставил не те приоритеты. И тогда вот это изобилие, процветание, опять же, про богатые одежды, оно быть или должно быть, ваша активность, она должна быть направлена, условно, четко, знаете, в яблочко нужно попасть, а не тратить время попусту или не тратить свои силы. Что-то завершается. И это вас радует. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. Правда, деньги есть, деньги будут. И здесь, опять же, по максимуму. Лилит в Скорпионе, мои дорогие. Здесь хочется себя проявить. Здесь хочется, кстати, может захотеться приобрести какие-то вещи, которые вам приятно, может быть, касаться их. Или приятно
приходить в свой дом, их видеть. Они вас буквально вдохновляют. Тут есть какой-то материализм, вот такой тонкий. Но и буквально деньги. Карта говорит о том, что даже если есть финансовая брешь, есть возможность ее решить. Есть тот человек, который вам помогает. Но у вас могут попросить деньги в долг. И тогда эта карта говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Это карта финансового успеха, шестерка пентаклей, но она не предполагает того, что мы одолжаем кому-то деньги. Мы, наоборот, кумулируем. Вот когда мы кумулируем вот эти наши сокровища, финансы, собственную стабильность, безопасность, ресурсность, это касается собственной энергии и сил в том числе, тогда мы становимся богаче. Тогда мы более правильно будем распоряжаться своими возможностями и своими ресурсами, в чем бы они ни выражались. Здесь, значит, у вас какой-то продуктивный период и по части вашей работы, может быть, и каких-то согласований, заработков, или пусть это перекликается с финансовой темой, может быть, это какие-то документы вы подписываете, а может, кто-то и закрывает кредит, а для кого-то, наоборот, получить ипотеку, что тоже само по себе не так просто. Но, мои дорогие, вы должны все просчитать. Не должно быть надежды на авось. Или даже если предыдущий период у кого-то по финансам складывался неплохо, не можем мы пойти в банк и детализировать свою финансовую историю или держать это под контролем. Все-таки карта, но и не только карта, астрологически об этом вам тоже говорят. Для вас постепенно начинается очень продуктивный период. Причем он будет связан не на 1 год. Но это не само по себе что-то нам, как манна на голову падает. Или с неба в руки. Нам скорее так. Здесь все от ваших правильных расчетов и приложенных усилий. Любовь. По принципу Пентаклей, правда, вам может помочь человек, который ваш близкий человек. Это может быть и как помощь деньгами, у кого-то проиграется так. Но если мы в целом говорим о любви, о личной жизни, тут какое-то продолжение следует, причем на долгий период времени. Потому что по принципу Пентаклей он едет медленно, но это марафонский забег лет на 10-20. И детализация. Почему принц Пентаклей едет медленно? Потому что он внимателен к деталям. Может быть, с одной стороны, не согласиться на какую-то многозадачность, не допустить еще какую-то оплошность, не тратить время, опять же, и ресурсы свои попусту. Это где-то все вместе перекликается с вашей личной жизнью. И если вам выпали в приятные, да, как или что прояснится, какая тайна, может быть, откроется, или какое приятное событие произойдет, десятка пентаклей, то вот это нужно, вот эту десятку, как-то так очень грамотно детализировать и переложить лет на 10-20. Но, по крайней мере, я так вижу продолжение. В разрезе этой недели следует продолжение отношений, продолжение какой-то истории. Ну а для тех, кто один или одна, могут быть вопросы, конечно, которые связаны с вашим бизнесом или с вашей самореализацией, но я еще и вижу, вы можете с учетом принципа Пентаклей, решая какие-то свои вопросы о хлебе насущном или о бизнесе насущном, встретиться с таким человеком, который будет с вами на одной волне. Это может быть человек, который намного моложе вас. Пусть это не у всех, но у кого-то это туз кубков, как неожиданная встреча или неожиданное знакомство, тоже может проиграться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.